Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре крымское ассорти. Все эти сорта добываются в Крыму. И давайте приступим. Так, вот эту радость мы оставим на самый-самый конец. Так, давайте начнем с ливадии. Ливадия. Она не сильно морает ручки, плотная, такая увесистая. Цвет, знаете, серо-желтоватый, с вкраплениями железистыми. Очень плотная. Давайте пробовать. Сейчас попался маленький камушек, так что будьте с ней аккуратнее. Итак, что касается ливадии, она не залипает, она плотная, достаточно плотная, откусить сложновато ее. Ее сравнивают с молочным льдом. Вот у меня молочный лед. Ну, блин, как по мне, это два разных сорта. Они даже, вот видите, молочный лед, он желтоват, а ливадия, она серовата все-таки. И по вкусу они, конечно, отличаются. В принципе, они похожи только плотностью и структурой. Крымские сорта, они достаточно плотные, кроме меренги и мотылька. Все остальные сорта достаточно плотные. Она терпкая. Когда ее откусываешь, прям пыль летит. Пыльная. Вкус разнотравия, сухой пыли, сухой извести, слегка строительный. И вот у нее от начала до конца присутствует терпкость, прям ощутимая. Когда вы ее откусываете, у нее сначала структура такая суховато-мучнистая, а затем, когда она растворяется в такое, я бы сказала, такую жиденькую сметанку, которая вообще не залипает. И вкус, конечно, яркий у этого сорта, травянисто-пыльный. Прикольная. Но, как по мне, опять же говорю, лично мое мнение, с молочным льдом они вообще не похожи. Так, следующее. Это мой любимчик, мотылек. Мотылек я люблю. Вот его, когда зачистишь, он такой гладенький.
а в разломе он такой шероховатый, суховатый. Сорт сухой, морает ручки. Погрызу, опишу. Итак, что касается мотылька. Мотылек я люблю. Это сухой сорт для любителей Актобе. Вам зайдет. Он мягче Актобе, откусывается легче. И вначале он очень сильно сушит рот, очень сухо жуется. Такая, знаете, масса очень сухая, мучнистая. И при намокании он образует такую густоватенькую кашицу, которая подлипает, но не залипает. Вот ливадия вообще не залипает. Мотылек подлипает, но легко споласкивается водой. Но сушит рот он сильно. Эти кусочки у меня чистые, не скрипят. В принципе, мотылек мне ни разу не приходил скрипучий, всегда приходил чистый. Но особенность этого сорта, вот этот кусочек пресный, а этот кусочек с легкой солинкой. И мне безумно нравится, когда мотылек приходит с легкой солинкой. Вкус пыльный, вкус сухой извести, вкус пищи бумаги. Такой, знаете, меловой, даже слегка можно назвать. Очень интересный сорт, классный, мне нравится. И вот этот привкус пищи бумаги с легкой солинкой, он прям пикантность дает этому сорту. А для меня это прям классно. Так, следующий у нас с вами молочный лед. Тоже очень плотный, желтоват. В нем, кстати, иногда встречаются ракушки, так что будьте аккуратны. Вот видите, маленькая такая. Также погрызу и опишу. Угу. Вот совершенно разные вкусы с ливадией, и по структуре они отличаются. И молочный лед будет пожирнее ливадии. Я вот говорю, как для меня это два разных сорта. У них хоть одна общая черта, не залипают и очень твердые.
Вот очень интересно. Сейчас укушу ливадию. Угу. Они абсолютно разные. У ливади еще есть нотка очень легкая, гудрончиком. У ливадии вкус поярче. Ливадия сухая. Все-таки молочный лед. У него вкус помягче. Он пожирнее. Молочного льда. Такая очень ненавязчивая, очень легкая солинка в конце. Ливадия абсолютно не соленая. Очень плотный сорт. Давно его не грызла и прям класс. По поводу молочного льда. Очень плотный сорт. Чистый, не скрипит. Вначале сухой, но быстро растворяется в такую очень жирную кашицу, которая слегка подлипает. Не сильно залипает, а подлипает. Также хорошо смывается водой. У него очень классный вкус. Как, в принципе, крымские сорта, они тоже между собой с чем-то схожи. Что чувствую я? Пыль. Здесь присутствует вкус сухой извести. Есть легкая солиночка. Значит, вкус разнотравия в нем присутствует. Нет, скрип есть в самом-самом конце и очень-очень-очень мелкий. Его практически не ощущаешь. Вот я сейчас дожевала все. Можно сказать, что даже и нет скрипа. Слегка ощутимый. Хороший сорт с хорошим вкусом. Кто любит плотные сорта хрустящие, кто любит солинку, кто любит не яркий вкус, а приглушенный, такой легкий разнотравие, слегка меловой, слегка побелочный, слегка пыльный. Ваш вариант. Классный. Так, новинка, которую я не пробовала. Называется Прополис. Называется Прополис. Он такой интересный сорт. Цвет, знаете, такой разбавленный хаки с серым, с оранжево-белыми разводами. Видите, четкие такие белые разводы оранжевые. Очень плотная, очень монолитная. Давайте пробовать. Попробую от такого маленького кусочка. Скрипит. У него такой яркий вкус. И вот она-то залипает.
Кстати, по структуре похоже на сорт Уксут, который вот тут у меня. Плотная, но не такая плотная, как Таврида. Чуть-чуть помягче. Угу. Очень интересный сорт. Она плотная такая же по плотности, как молочный лед. Но когда ее откусываешь, она суховата. Такая мучнистая структура, которая очень быстро растворяется и превращается в такую тугую жирную ириску. Есть скрип. Его ощущаешь. Не в самом конце, с самого начала его ощущаешь. Поскрипывает она. Но слегка терпкая, слегка вяжет рот. Подлипает. Но залипание не так, как у Астаны. Она ириску образует, подлипает и этой же ириской потом собирает. Очень прикольная. Вкус. Это вот сорт, первый сорт крымский, в котором чувствуете сливочность. Вкус мокрой земли. Вкус мокрой пыли. Вкус. Вот у нее вкус трав, но такой какой-то особенный. Вот она мне что-то напоминает. Травянисто-земельно-пыльный, мокрой земли. Она еще напоминает мне, знаете, когда подъезд белят, у нас недавно белили, запах такой стоит влажной побелочки. Вот в ней этот тоже вкус есть. Классный сорт, не ожидала, мне понравилось. Слегка восковитый, но жирненький, хороший. Если бы не скрип, вообще было бы идеально. Но вот почему-то она мне хорошо вяжет рот. Так, следующий у нас мангуб. Вот, кстати, мангуб больше похож на молочный лед. Тоже такой желтенький, плотненький. Даже, я бы сказала, нет, на желтую Крым он не похож. Желтая Крым, она поярче будет. А вот на молочный лед, он чуть-чуть потемнее молочного льда. Мангуб и крымчик, кстати, говорят, это одно и то же. Так что знаете. Еще его называют крем-брюле. Меня вот тут спросили, как вы относитесь к тому, что сорту дают несколько названий. Очень плохо я к этому отношусь. Прям очень плохо. Переименовывают сорт, выставляют его как новинка. А по факту это то, что ты уже пробовал. Как бы маркетинговый ход, но я бы сказала, в этой сфере он так себе. У этого сорта прям 3 названия. Ну куда это? Я очень плохо отношусь, когда одному сорту дают несколько названий. Погрызем и пишу. Ну, кстати, вот мангуб, крымчик, он больше похож на молочный лед. В нем тоже присутствует в некоторых кусочках солинка. И по структуре они похожи. Угу.
Он слоистый. От толстого куска сложно откусить. А от тоненького вполне можно. Так, что по поводу мангупа, крымчика, крем-брюле. Аж 3 названия. Структура такая же, как у ливадии, как у молочного льда, как у желтой Крым. Плотная. Поначалу суховат, а затем образует такую нежную кашицу, полужирную. И вкус, вот у него вкус поярче будет, чем у молочного льда. У него вкус такой ярко-травянистый, пыльный, известковый, сухой звездки. Очень схож, кстати, вот я бы его сравнила с желтой крымской. Но мы сейчас желтую крымскую попробуем и сравним. Классный сорт, слоистый, когда вы его откусываете, он прям разлетается на такие пластиночки хрустящие. Крымчик мне нравится. Прикольный, с побелочным вкусом. Кстати, вот я заметила, у крымских сортов, у светлых сортов, у них у всех есть привкус побелки. Только у кого-то это сухая побелочка, у кого-то прям влажная, а вот в прополисе прям вот мокрые стены побеленные. Так, едем дальше. Таврида. Тавриду я тоже не пробовала. Она прям насыщенного серого цвета. Вот такая вот. Есть железистые вкрапления. Вот такая таврида. Тоже плотная чувствуется. Ну, в принципе, все сорта Украины очень плотные, кроме молочного льда и меренги. Вот это 2 единственных сорта, которые очень мягкие. Давайте пробовать. Я, кстати, забыла сказать, мангуп чистый сорт. Пока из всех сильно скрипит прополис. Угу. Она настолько плотная, это пока самый плотный сорт, что ее нужно расколоть. Потому что откусывать, честно говоря, я боюсь. Вот так. Вот на пластиночке. Я люблю плотные сорта грызть вот такими маленькими кусочками. Мне нравится таврида. Вот знаете, у нее свой вкус, не похожий ни на один другой сорт.
Так, таврида. Слушайте, мне очень понравилась таврида. Она очень плотная, хрустящая, чистая, не скрипит. У нее вкус отдаленно похож на ливадию. У них есть одна общая нотка. Это мокрая земля. В тавриде ярко чувствуется вкус мокрого бетона. Она жирненькая. Но поначалу также откусывается сухо, быстро намокает в тугую ириску. Есть легкое подлипание, но хорошо смывается водой. И вот у нее вкус прям мокрого чернозема, мокрого бетона. Кто-то может почувствовать отдаленно общую нотку с кембрийской. И вот она тоже вяжет рот. Интересно, вот прополис и тавриды, они, как по мне, я ощущаю, что как будто хурму недоспелую погрызла. Классный земельный вкус мокрой земли. И она слегка сливочная. Вот таврида прям плюс от меня большой. Так, следующая у нас красная Крым. Это самый плотный сорт. И самый мой нелюбимый. Она такого бордово-красного кирпичного цвета. Очень плотная. И насколько я помню, я ее пробовала один раз очень давно. Она очень скрипучая. Очень сильно скрипит. Она очень сильно скрипит. Много я ее грызть не буду. Очень скрипучая, аж неприятно. На зубах ощущается этот скрип. Вкус мокрого кирпича и глиняный. Вот есть у некоторых сортов прям вот этот вот глиняный вкус. Именно глины. Красной глины. И влажного кирпича. Но скрипит безбожно. В общем, этот сорт не мое. Так, следующее у нас... это вот было ассорти. Натали мне ложила в подарок ассорти крымское. Сейчас попробуем. Голубая Крым. Плотная, серовато, такого приглушенного оттенка. Давайте с тавридой сравним. У тавриды больше голубоватый оттенок, а это все-таки сероватая. Вкус мокрой придорожной пыли. Очень яркий. Слегка поскрипывает, жирненькая. Плотная. Она по плотности такая же, как мангуб. Таврида поплотнее будет. Как мангуб, молочный лед, ливадия. Вот такая же по плотности. Мне нравится голубая Крым. Несмотря на то, что она скрипит. Но скрип не такой, как у красной. Его ощущаешь, но он не раздражает. Он очень-очень мелкий. Я не знаю, как вы, но вот я, как говорится, сразу чувствую, вот у меня вот такое подразделение есть. Красные глины, они все отдают кирпичным вкусом, печным. Белые глины, это больше для меня меловые, калиновые глины, где присутствует вкус мела, извести.
А вот голубые глины, у них своя, так сказать, интересная нота, которая сложно описывать, ее очень сложно. Значит, что касается голубой Крым. Голубая Крым очень плотная, поначалу сухая, но затем растворяется густую такую ирисочку, которая слегка подлипает, но не залипает. Вкус прям яркий, мокрой земли. Кто-то, может быть, улавливает вкус шпал. Очень отдаленно есть. Она сливочная. Вот что в Тавриде, правильно же, да? Да, что в Тавриде, что в голубой Крым есть схожая вот эта нотка сливочности. Слегка поскрипывает. Но, как говорится, один раз попробуешь, этот вкус запоминающийся. Его ни с чем не спутаешь. И тут и вкус мокрого бетончика, и мокрой земли. Слегка пыльный. Еще улавливаю вкус вымытого подъезда. Классный сорт. Ну а теперь же скач. Это Солар. Господи, какая она неприятная на ощупь. Очень жесткая. Такая, знаете, прям очень рыхлая кажется. Такая, как наждачная бумага. Выглядит как губка. Такая плотная губка. Пересушенная. Не обещаю, что я ее буду много грызть. Сейчас попробуем. Ой, боже мой. Это жесть. В ней попадаются прям крупные камни. Это прям капец. Это однозначно не мое. Во-первых, она травмоопасна для ваших зубов. В ней попадаются настолько крупные камни. Она безбожно скрипит. Структура песка. Знаете, вот на море есть такой мягкий песочек, такой прям мелкий-мелкий-мелкий. А есть приозерный, он крупный. Вот это приозерный такой песочек. Крупный. С такими конкретными камушками. Такие камни попадаются серьезные. То есть, ну, ей можно хорошенько навредить зубам. А вкус песочно-кирпичный. Вот сухого кирпича, сухой кирпичной крошки, вот хорошее сравнение. Сухая кирпичная крошка. А и по структуре, и по вкусу. Ничего особенного нет, ну, вообще не мое. Так, переходим к следующему. Это у нас уксут. Уксут тоже не перепутаешь, потому что у него цвет такой, знаете, коричнево-желтоватый, зеленоватый. Она резко отличается по цвету. Но структура такая же у нее, как у молочного льда, как у голубой, как у желтой, как у молочного льда, у ливадии. То есть у них они очень сильно все между собой похожи структурой, кроме красной и Солара. Таврида поплотнее. Это тоже плотненькая. А так они очень между собой как бы по структуре похожи. Какая прелесть после тертого кирпича. Структура мягче всех. Он плотненький, но откусывается нормально, средний. Тоже в самом конце очень-очень мягкий скрип.
Прикольно. Что по поводу уксута? Уксут для меня мягче, чем мангуб, молочный лед, ливадия, таврида, голубая. Также поначалу суховат, затем растворяется в такую жирненькую ирисочку, которая тоже подлипает, но не залипает. Есть легкое подлипание, которое легко убирается водой. Вот у него вкус, как по мне лично, мокрой полевой земли. Мокрой земли и мокрой травы. И слегка есть вкус, улавливается специй. Такой интересный. Классный сорт. Слегка поскрипывает. Вкус я вам уже описала. Хороший сорт. Помягче будет, чем остальные сорта. Так, ну и моя любимица желтая Крым. Вот такая она красивая. Пастельно-желтый цвет с яркими такими оранжево-желтоватыми прожилочками. Она тоже очень плотная. По плотности она такая же, как молочный лед и все остальное. В принципе, я говорю, крымские сорта, они схожи своей структурой. Погрызем, опишу. Так, что касается желтой Крым, все зависит от кусочка. Так, в основном она чистенькая, но попадается иногда с таким очень легким, мелким скрипом в самом конце. Как по мне, лично для меня, это меловой сорт. Здесь яркий вкус цветочный, разнотравие, пыли, сухой извести, меловой. Иногда она приходит с ярким вкусом свежести. Сухая поначалу, когда ее откусываешь, затем при намокании образует такую полужирную кашицу, подсушивает рот, слегка вяжет. Так что вот такие вот у нас сегодня с вами были сорта. Все мне более или менее, есть, конечно, которые больше нравятся, которые для меня новинки оказались. Вот таврида вообще мне понравилась. Но красная и солар это вообще не мое, это просто мимо меня, так сказать. Здесь еще нет, конечно, меренги, но как-нибудь мы ее закажем и тоже погрызем. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.